Многие люди, когда идут на природу и хотят сделать себе костер, пожарить шашлык, сосиски на костре или просто посидеть у костра, не знают, как безопасно разводить костер, также его тушить. Когда приходите на природу, выбирайте место для костра. Это должно быть место, свободное от нависающих деревьев и веток. Это обезопасит деревья от высыхания, от сжигания нависающих веток, потому что веткам и дереву тоже жарко. Если под деревом будет костер, дерево может засохнуть, а ветка может зажечься, воспламениться, и получится пожар. Выбрали место, свободное от нависающих веток и деревьев, желательно на открытой полянке. Расчистили его. Можно расчистить его палочкой. Вот такой тонкой палкой тоже можно это сделать. Это делается достаточно легко. Расчищаете от сухих веток, от листвы сухой, такую поляночку. Лопатку, которой вы пользуетесь, когда ходите в туалет и закапываете то, что вы там оставляете после туалета. Выкапываете ямку. Здесь насыпаете вокруг ямки холмик по окружности, как выложены на такую же высоту эти куски кирпичей. От этого холмика, или как здесь вот кусков кирпичей, расчищаете до голой земли место вокруг этого будущего костра. Костер пожгли. Если у вас остаются пластиковые бутылки, пакеты, салфетки, посуда пластиковая, обязательно ее сожгите до вот такого состояния, чтобы не было видно фрагментов несожженных остатков мусора. Металлические предметы закапывайте в землю. Они будут служить как удобрение, полезное в лесу. Далее смотрите, чтобы было состояние костра примерно как сейчас. В этом случае вы можете его заливать водой, либо помочиться на него, то есть пописать. Убеждайтесь, что он затух, нету углей или вот таких вот язычков пламени или каких-нибудь жаринок, то есть жара. И только в этом случае можете засыпать его свежей землей, слоем свежей земли. Только после этого со спокойной душой и совестью можно идти домой. Это безопасная возможность и способ хорошо отдыхать без возникновения пожаров.